Здравствуйте, с вами снова Smart Shopping. Сегодня мы поговорим о Chuwi VI8 DualOS. Главная особенность этой версии – две операционные системы. Пользователь может использовать либо Windows 8.1, либо Android 4.4.4. Разница в цене между Windows и DualOS версиями составляет всего лишь $9. Ну и давайте посмотрим, нужны ли нам две системы. Комплект поставки новой версии ничем не отличается от предыдущей и включает в себя сам планшет, источник питания, OTG кабель, USB кабель и инструкцию пользователя. Корпус пластиковый, над экраном находится фронтальная камера и индикатор. Тач-кнопка Windows расположена под дисплеем. На задней поверхности динамик и тыловая камера. На верхнем торце разъем для наушников и micro-USB разъем. А вот вам и первое отличие. В Dual версии есть HDMI выход для подключения внешнего монитора. Кнопки питания, блокировки и регулировки громкости расположены на правой грани, на противоположной, на левой грани слот для карт памяти объемом до 64 гигабайт. Дисплей 8-дюймовый, IPS-технология с разрешением 1280 на 800 пикселов, отличное качество изображения и приличные углы обзора. Начинка – 4-ядерный процессор Intel Z3735F с частотой 1,8 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 32 встроенной памяти и видеокарта Intel HD Graphics. Камеры есть, но говорить о них мы не будем. Они могут быть использованы только для онлайн-общения. Аккумулятор емкостью 5000 мАч в режиме воспроизведения видео под управлением Windows. Его хватает на 5,5 часов. В Android на 6,5. Вот вам и второе отличие. Давайте посмотрим, как отличается распределение дискового пространства планшетов. В Windows версии все просто. Общий размер диска 29 гигабайт, доступных пользователю 23,5 гигабайта и раздел восстановления 5,4 гигабайта. В Dual версии все не так просто. Общий размер диска 28,8 гигабайта, под управлением Android пользователю доступно почти 7 гигабайт, Windows доступно почти 14 гигабайт. Раздел восстановления обоих систем занимает около 9 гигабайт. То есть диск разделен и увидеть файлы другой системы практически невозможно. Это означает, что общее дисковое пространство отсутствует. Но эта проблема может быть решена путем установки карты памяти. К ней есть доступ из обеих систем. Интерфейсы и разъемы. Есть Bluetooth и Wi-Fi, нет GPS и 3G, хотя хотелось бы. Как уже упоминалось, DualOS версия оборудована HDMI выходом. В Chuwi VI8 переключения между операционными системами сделаны достаточно легко. Работая в Windows, просто нажмите на иконку в системном трее с изображением робота, и система перезагрузится под Android. Для перехода от Android в Windows вам нужно нажать на значок OS Switch в меню. Теперь давайте протестируем обе системы.
Помните, 8-ядерный iCube Talk 8X в нашем обзоре набрал чуть больше 33 тысяч баллов, а здесь 4 ядра, и результат выше. Как видите, это тот случай, когда размер все-таки имеет значение, размер памяти, естественно. Ну и вердикт такой. Chuwi Vi8 DualOS отличный выбор для людей, которые желают получить планшет с двумя операционными системами. Android может быть использован для развлечений и серфинга в интернете, а полноценный Windows позволит вам запускать привычные программы и работать в них. Ложка дегтя – своеобразное распределение дискового пространства, где гордые 32 гигабайта превращаются в привычные почти 8 или почти 16. Выбирая версию Chuwi Vi8, нужно четко понимать свои цели и задачи. Если вы намерены работать только под Windows 8.1 и наличие HDMI не критично для вас, то доплачивать за Android и лишаться дискового пространства нецелесообразно. Если же вам нужен HDMI выход и Android, то ваш выбор Chuwi Vi8 DualOS. В описании к этому видео есть ссылка на продавца, у которого есть обе версии устройства, и также есть некоторые аксессуары к нему. Помните, информация – великая сила. Делайте свои покупки только владея информацией. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх и ждите новых обзоров.